Глава 2046. Дьявольские равнины. Однако после того, как Хань Ли проявил эти два типа способностей, он покачал головой и еще раз вздохнул. Он не стал проводить никаких дальнейших экспериментов и полетел в определенном направлении, как полоса лазурного света, прокладывая себе путь своими лазурными бамбуковыми облачными мечами. После его летающих мечей остались бесчисленные трупы пожирающих дьявольских муравьев, и он летел ничуть не медленнее, чем без каких-либо препятствий. Однако скорость, с которой он расходовал магическую силу, немного увеличилась. Несмотря на то, что это был лишь небольшой дополнительный расход магической силы, он составил бы нечто значительное в течение длительного периода времени. Тем не менее, он обладал магической силой, которая намного превосходила другие существа той же базы совершенствования, так что это не будет проблемой в течение очень долгого времени. Имея это в виду, Хань Ли резко сократил лазурные полосы меча Ци, летящие вокруг него, с более чем 100 футов до всего лишь десятка футов или около того. Затем он погрузился головой вперед в глубины моря муравьев и был полностью затоплен всего после нескольких вспышек. Между тем, другие дьявольские существа в других местах также погрузились в муравьиную волну. Были призваны все типы дьявольских сокровищ, и огромное количество дьявольских способностей сеяли хаос, уничтожая большие стаи пожирающих дьявольских муравьев. Однако для низкосортных дьявольских существ их усилия были совершенно тщетными, и они быстро исчерпали свою магическую силу, прежде чем были сожраны, но перед лицом этих приближающихся пожирающих дьявольских муравьев у них не было другого выбора, кроме как отчаянно сопротивляться. Те, кто достиг стадии зарождающейся души, могли продержаться примерно полдня или даже целый день, а что касается стадии преобразования божества и стадии пространственной закалки, то такие дьявольские существа могли продержаться несколько дней или даже полмесяца против беспощадных атак пожирающих дьявольских муравьев. Было ошеломляющее количество дьявольских существ и дьявольских зверей, сбежавших из города Кровавых Ворон, и муравьиный прилив не мог поймать их всех, поэтому у некоторых из них все еще была надежда спастись. Спустя несколько часов низкоуровневые дьявольские существа одно за другим окончательно исчерпали свою магическую силу. Их дьявольские способности и сокровища начали подводить, и леденящие кровь крики раздавались один за другим. Через полдня остались только те, кто находился на стадии зарождения души или выше. Из-за того, что дьявольские существа и дьявольские звери разбежались во все стороны, муравьиный поток был вынужден разделиться на несколько десятков рукавов и постепенно разрастаться вместе со своей добычей. В миллионах километров от города Кровавых Ворон группа из 6 дьявольских существ летели через большое облако дьявольских муравьев. Эта группа состояла из 5 мужчин и женщины. Один из дьявольских мужчин выпускал палящее пламя, а другой излучал струйки белой ледяной ци. Все приближавшиеся к ним пожирающие дьявольские муравьи либо испепелялись в пыль, либо замерзали в куски льда. Что же касается дьявольской женщины, то у нее над головой зависло чернильно-черное старинное зеркало, из которого вырывались шары лазурного света, а затем взрывались, отбрасывая приближающихся пожирающих дьявольских муравьев. Эти 3 дьявольских существа были никем иным, как членами семьи Хай, которые перехватили Хань Ли несколько дней назад. Что касается остальных 3 дьявольских мужчин, то им было за 40, и они были похожи друг на друга, что ясно указывало на их кровное родство. Эти 3 дьявольских мужчин не использовали никаких дьявольских сокровищ, но чернильно-черная ци, которую они вызывали, проносилась сквозь бесчисленных окружающих пожирающих дьявольских муравьев. Все 6 этих дьявольских существ находились на стадии пространственной закалки и в мгновение ока пробились через море муравьев на несколько сотен километров. Количество пожирающих дьявольских муравьев впереди начало постепенно уменьшаться, и казалось, что они достигли края этой бесконечной орды. 6 дьявольских существ, естественно, были в восторге, увидев это, но прямо в этот момент внезапно произошли перемены. Одна сторона моря дьявольских муравьев внезапно расступилась, и оттуда вылетело более сотни массивных муравьев, каждый из которых был гигантских размеров, не менее 10 футов. Эти муравьи были полностью зеленого цвета с полупрозрачными крыльями на спине, а они были чрезвычайно опасны на вид. Как только они появились, они тут же набросились на 3 дьявольских мужчин. Берегитесь. Эти мутировавшие дьявольские муравьи намного сильнее, чем обычные пожирающие дьявольские муравьи. Закричала дьявольская женщина, когда выражение ее лица резко изменилось. Сердца 3 дьявольских мужчин вздрогнули, услышав это, и они немедленно объединили свои силы, выпустив взрыв дьявольской ци, которая превратилась в черного змея, прежде чем полететь к гигантским муравьям. В отместку гигантские муравьи открыли свои рты, чтобы извергнуть шары фиолетовой жидкости, которые с безошибочной точностью поразили черного змея. Раздался глухой рокот, и из пораженных частей тела черного змея вырвались клубы желтого дыма. Он мгновенно уменьшился почти наполовину от своего первоначального размера, но гигантские муравьи продолжали извергать больше пурпурной жидкости, большая часть которой в этом случае была нацелена на 3 дьявольских мужчин. Выражения лиц 3 дьявольских мужчин слегка изменились, когда они увидели это, и один из них открыл рот, чтобы вытолкнуть миниатюрный щит размером в несколько дюймов, а затем немедленно вложил в него свою магическую силу.
Щит мгновенно раздулся и превратился в гигантский белый щит высотой в несколько десятков футов. Поверхность щита была очень неровной, ибо она была усыпана бесчисленным количеством белых костей. После введения магической силы на поверхности щита появились черные дьявольские узоры, образующие барьер черного света перед тремя дьявольскими мужчинами. Шары пурпурной жидкости ударялись о черный барьер, как дождь, вызывая потоки белого дыма. Черный световой барьер немедленно начал сильно дрожать и быстро уменьшался со скоростью, заметной невооруженным глазом. «Окажите мне вашу помощь. Я не могу остановить их в одиночку». В ужасе закричал человек, вызвавший щит. Двое других дьявольских мужчин немедленно бросились к нему, прежде чем каждый положил руку ему на плечо. Всплески черной ци немедленно хлынули вдоль их рук в тело мужчины, как будто дьявольская ци обладала собственной жизнью. Дрожащий световой барьер был мгновенно укреплен, но трое мужчин расходовали магическую силу с угрожающей скоростью и не могли нанести ответный удар. «Друг Даосхай, пожалуйста, помогите нам!» Поспешно взмолился один из дьявольских мужчин. «Будьте уверены, братья Даосы, я немедленно избавлюсь от этих мутировавших дьявольских муравьев», ответила дьявольская женщина, прежде чем указать пальцем на старое зеркало наверху. Зеркало повернулось на месте, прежде чем повернуться своей поверхностью к гигантским дьявольским муравьям, как будто собираясь провести какую-то атаку. В этот момент дьявольские муравьи в другом направлении разошлись, и из этого отверстия выскочили еще 500 или 600 лазурных муравьев. Выражение лица дьявольской женщины резко изменилось, когда она увидела это, и она сразу же переключилась на другую ручную печать, на которой древнее зеркало превратилось в шар лазурного света, который охватил ее тело, прежде чем улететь в виде полосы духовного света. Мало того, что она бросила 3 пойманных в ловушку дьявольских мужчин, она даже оставила 2 своих подчиненных. Двое мужчин из семьи Хай тоже были очень встревожены, увидев это, и тоже убежали вдаль, как полосы света, оставив 3 отчаянных дьявольских мужчин позади. Брошенным оставалось лишь проклясть своих предательских товарищей. Подобные сцены разворачивались и во многих других местах, и появление этих высококлассных мутировавших дьявольских муравьев быстро привело к падению многих оставшихся дьявольских существ. Все дьявольские существа высокого уровня, которые смогли выжить до сих пор, либо обладали особыми способностями, либо сокровищами, которые они могли использовать для защиты себя, либо имели фантастическую удачу. Что касается группы Хань Ли и небольшой горстки дьявольских существ уровня Лорда Дьявола и дьявольских зверей, то они смогли проложить себе путь через муравьиный поток благодаря своим индивидуальным силам. Тем не менее, пожирающие дьявольские муравьи не собирались позволять оставшимся людям сбежать. Если возникнет хоть малейший намек на самоуспокоенность, оставшихся в живых тут же унесет муравьиная волна, и они будут вынуждены снова бороться за свою жизнь. Так день шел за днем, и только через полгода прилив пожирающих дьявольских муравьев начал постепенно рассеиваться. 7 или 8 городов были разрушены, а сотни миллионов дьявольских существ были съедены пожирающими дьявольскими муравьями. Это была мучительная глава в истории для всех дьявольских существ в этом районе, и печально известная репутация пожирающих дьявольских муравьев еще больше укрепилась. Год спустя полоса лазурного света пролетела над черным лесом, заросшим массивными деревьями. Примерно в 10 километрах за полосой лазурного света виднелась стая малиновых птиц, которые бросались в погоню по горячим следам. Лазурный свет на мгновение остановился, и несколько десятков полос мечатцы вырвались из него, разрезав дюжину или около того малиновых птиц впереди пополам. Сразу же после этого полоса лазурного света продолжила свой путь, и остальные малиновые птицы издали несколько резких яростных криков, но не осмелились преследовать полосу лазурного света дальше. Только после полета почти на 10 тысяч километров полоса лазурного света немного замедлилась, и в лазурном свете Хань Ли с улыбкой оценивал малиновый кристалл размером с голову, пробормотав себе под нос. Это довольно большой кусок кристалла пламени ветра. Я уверен, что он мне очень пригодится в будущем. В последние годы он постоянно путешествовал, и только после выхода на равнины ему действительно удалось избавиться от пожирающих дьявольских муравьев. После этого он направился прямо к пустыне Воя иллюзий, как и планировалось всеми. Эти равнины были чрезвычайно опасным местом для обычных дьявольских существ, но Хань Ли, естественно, это не беспокоило, и по пути он обнаружил много материалов и духовных лекарств, которые были чрезвычайно редки в царстве духов, что, естественно, очень радовало его. Глава 2047. 4 священных кирпича. После того, как Хань Ли поднял этот огромный кристалл пламени ветра из глубины долины, он был немедленно обнаружен этой стаей алых дьявольских птиц. Ему удалось отпугнуть их только после того, как они его преследовали полдня. Духовный свет вспыхнул из руки Хань Ли, когда он убрал кристалл пламени ветра и продолжил свое путешествие. Через полдня он подъехал к опушке леса, а вдали показался бескрайний океан. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это. Но выражение его лица немного смягчилось, когда он понял, что это, скорее всего, внутреннее море, а не настоящее море,
поэтому в нем не будет такого количества морских зверей. Вспыхнул лазурный свет, и Хань Ли полетел прямо в океан, преодолев расстояние более 10 тысяч футов всего за несколько вспышек. Внезапно из воды вырвались бесчисленные голубые полосы света, устремившись прямо к Хань Ли. Выражение его лица не изменилось, когда он опустил рукав вниз, выпустив вспышку серого света, которая превратилась в бесчисленные тонкие лазурно-серые нити, которые пронзали все встречные полосы синего света. С неба дождем посыпались синие рыбки размером с большой палец. У этих рыб не было чешуи, а их головы были удивительно длинными и острыми, как лезвие, что придавало им очень своеобразный вид. Хань Ли убил сотни этих рыб всего за одну атаку, но еще больше их выпрыгивало из морской воды. Хань Ли поднял бровь, выпуская из рукавов новые серые нити, убивая всех приближающихся летающих рыб. В мгновение эко десятки тысяч этих синих рыб были убиты, и его жестокость, казалось, вселила страх в сердце этой стаи рыб, так как на него больше не прыгали полосы синего света. Хань Ли спокойно щелкнул запястьем, и тонкие серые нити снова превратились во вспышку света, вернувшуюся в его рукав. В то же время он немного ускорился, попав глубже в море, а несколько часов спустя дьявольское солнце село, и день сменился ночью. Глубоко под водой начала появляться серия мощных аур, и Хань Ли время от времени мог видеть конечности каких-то удивительно массивных морских зверей, появляющихся на поверхности океана. Его брови слегка нахмурились, и он решил, что продолжать путешествие ночью не просто неразумно, а весьма опасно. С его нынешними способностями ему не нужно было бояться могущественных ночных духовных зверей, но, естественно, лучше было избегать неприятностей как можно дольше. Кроме того, он уже путешествовал более 10 дней без полноценного отдыха, так что это была хорошая возможность отдохнуть и восстановить силы. Имея это в виду, он немедленно высвободил свое духовное чутье, чтобы просканировать территорию радиусом около 1000 километров. После этого он внезапно изменил направление, и вскоре на поверхности океана вдалеке появилось черное пятно. Подойдя к черной точке, Хань Ли смог идентифицировать ее как остров размером в несколько десятков километров. На острове было несколько гор высотой более 10 тысяч футов, и весь остров был окутан слоем тумана. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он быстро окинул своим духовным чутьем весь остров, а затем сразу же спустился к нему. Через несколько мгновений лазурный свет отступил, и Хань Ли появился на полпути к одной из гор, где им был обнаружен вход в огромную пещеру. Хань Ли взглянул на темный вход, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху, и маленький лазурный меч в мгновение ока метнулся в пещеру. Спустя несколько мгновений из пещеры донесся ракочущий звериный рев, который затем резко сменился визгом. А потом наступила тишина. Пещера была очень длинной, и только пройдя более 500 футов, Хань Ли оказался в более просторном месте. Пол пещеры был застелен каким-то неизвестным сеном, а поверх него лежали две половинки туши ящероподобного дьявольского зверя. Хань Ли метнул искру в звериную тушу, и мгновенно вспыхнуло пламя, испепелив тушу и сено. Таким образом, вся пещера стала предельно чистой. Только тогда Хань Ли направился к центру пещеры. Но прежде чем сесть, и после краткого размышления, он создал вспышку белого света и вытащил 4 полупрозрачных кирпича из своего браслета для хранения. Это были не что иное, как святые кирпичи, которые он получил от лорда города Кровавых Ворон год назад. Это был не первый раз, когда Хань Ли осматривал их, и он поднял руку в хорошо отрепетированной манере, выпустив из своей руки 4 дуги золотых молний, которые мгновенно исчезли в 4 кирпичах. 4 кирпича мгновенно увеличились более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером, образовав 4 огромные полупрозрачные стены с пурпурно-черным текстом, начертанным на них. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, и он начал внимательно изучать этот текст. Только через час Хань Ли отвел взгляд и погрузился в задумчивую тишину. Как и ожидалось от священного предка, который был широко известен в царстве старших дьяволов, искусство совершенствования, оставленное Целин, было действительно грозным. Жаль, что он уже так далеко продвинулся в своем истинном дьявольском искусстве происхождения. В противном случае у него возникло бы искушение переключиться на другое основное искусство совершенствования. Тем не менее, искусство культивирования и секретные техники, записанные на 4 святых кирпичах, были очень интригующими для него, и было даже 2 или 3, которые он мог культивировать прямо сейчас. Внезапно Хань Ли сделал несколько хватательных движений, и 4 священных кирпича сразу же выстроились перед ним в ряд, после чего каждый из кирпичей начал испускать яркий столб света. 4 световых столба перекрывались, и на каменный фасад пещеры проецировалась карта размером в несколько десятков футов. Карта была очень четко аннотирована, а в центре карты находился своеобразный символ, изображающий черного дракона с единственным рогом на голове. Хань Ли оценил карту с задумчивым выражением лица и через некоторое время махнул рукавом вперед, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая убрала 4 священных кирпича обратно в его браслет для хранения. В результате карта на стене, естественно, тоже исчезла, и Хань Ли слабо вздохнул, снова погрузившись в безмолвное созерцание.
как только он сбежал от пожирающих дьявольских муравьев, он начал изучать эти 4 священных кирпича. Ему потребовалось всего несколько дней, чтобы расшифровать, как они работают, и собрать воедино карту тайных сокровищ Целине. Хотя карта оказалась очень подробной, но, к сожалению, она не давала никакого контекста для изображенного на ней места. Для аутсайдера, такого как Хань, царство старших дьяволов было чрезвычайно чуждым местом, поэтому он понятия не имел, в какой именно области были спрятаны тайные сокровища. Хань купил несколько карт в городе Кровавых Ворон, но большинство из них были лишь общими картами всего царства старших дьяволов, на которых едва ли можно было найти карты конкретных регионов. Таким образом, единственное, что он мог сделать, это попытаться купить больше карт в городах, через которые он проезжал, чтобы посмотреть, сможет ли он найти больше зацепок. С его нынешним уровнем силы не то чтобы он обязательно должен был найти секретные сокровища Целине, но пока это не мешало его основной цели, он, конечно, не был против выслеживания сокровищ. После краткого размышления Хань отложил это дело на время и сделал ручную печать, на которой на его коже появился слой золотых чешуек, а позади него появилась проекция истинного дьявола происхождения. Проекция открыла свои 6 глаз, а затем каждая из 6 рук сделала своеобразную ручную печать. Тем временем Хань щелкнул рукой, чтобы создать стопку формирующих пластин разных цветов, и щелкнул запястьем, чтобы отправить их в полет в виде нескольких десятков шаров духовного света, которые немедленно исчезли в ближайшем окружающем пространстве. В следующее мгновение под ним вспыхнул пятицветный свет, и вместе с ним в самом его центре возникла формация размером в несколько десятков футов. Свет вспыхнул внутри формации, и на ней были нанесены чрезвычайно глубокие золотые руны. Хань бесстрастно щелкнул пальцами по направлению к формации, и 7 или 8 первоклассных духовных камней мгновенно приземлились в ней. Затем он сделал ручную печать, прежде чем издать громоподобный низкий крик, и вся формация издала жужжащий звук, а затем сформировала пятицветный световой барьер, полностью затопивший его тело. Слабая дьявольская ци в воздухе была мгновенно вытеснена из формации, и в то же время внутри светового барьера появились всплески чистой духовной ци. Хань глубоко вздохнул, когда на его лице появилось довольное выражение, и он сделал своеобразную печать рукой, когда на его глобелле появился чернильно-черный вертикальный глаз. Внутри формации раздались всплески неразличимого пения, и 3 лица истинной проекции дьявола приняли выражение ликования, ярости и печали, в то время как его тело начало хаотично вспыхивать. В этот момент из тела Хань начали вырываться серебряные руны размером с горошину, и в начале этих рун было всего несколько десятков. Однако со временем начало появляться все больше и больше серебряных рун, прежде чем они увеличились до размеров человеческих кулаков, кружась внутри светового барьера. В то же время тело Хань постепенно начало становиться прозрачным, как нефрит, а чешуя на его коже исчезла в его теле в виде ряда золотых рун. Раздался низкий рев, когда серебряные руны внутри светового барьера превратились в бесчисленные мерцающие серебряные нити, которые устремились к Хань как проливной ливень. Глава 2048. Семья Бай из города ночных иллюзий. Тело Хань содрогнулось, когда все серебряные нити мгновенно исчезли его кожи, а поверхность его тела начала вздуваться в разных местах. Казалось, что под кожей вырастали шишки размером с яйцо, которые начинали блуждать по всему телу. В то же время Хань почувствовал жжение в своей плоти и крови, его меридианы стали чрезвычайно онемевшими и зудящими, поражая его желанием вцепиться в собственную плоть пальцами. Только благодаря огромному духовному чутью Хань смог выдержать это неописуемо болезненное ощущение. Если бы на его месте был нормальный практикующий на стадии интеграции тела, он либо стал бы жертвой отклонения ци из-за неспособности контролировать свою истинную сущность, либо не смог бы продолжать спокойно совершенствоваться. Однако Хань смог оставаться совершенно неподвижным, сидя на земле, бесстрастно перенося агонию. Спустя несколько часов сквозь его полупрозрачное тело стали видны несколько костей, которые были намного толще, чем у обычного человека. Мало того, что эти кости мерцали слабым серебряным духовным светом, их поверхность была также испещрена золотыми узорами. Узоры были едва заметны. Они были очень тонкими, поэтому их было очень легко не заметить. Они образовывали серию чрезвычайно глубоких золотых рун, которые выглядели так, как будто они естественным образом выросли на его костях. Те, кто смог идентифицировать эти руны, сразу смогли бы сказать, что это текст золотой печати. То, что эти руны появились в результате искусства совершенствования, было ясным свидетельством того, насколько экстраординарным было рассматриваемое искусство совершенствования, и, скорее всего, оно будет очень востребовано даже существами стадии Великого Вознесения. Это была не что иное, как мантра очищения сотни меридианов, которую Хань снова начал культивировать. Она произошла из истинного бессмертного царства, и если бы Хань смог полностью овладеть этим искусством, его физическое тело стало бы таким же или даже более могущественным, чем у истинного духовного существа. Тем не менее, искусство культивирования было чрезвычайно трудно освоить.
и он осмелился снова начать культивировать его только после того, как перешел на стадию поздней интеграции тела. Что касается того, когда он полностью овладеет им, то это, несомненно, произойдет лишь в очень далеком будущем. С нынешним возрастом Хань Ли у него было бесчетное количество лет впереди, поэтому ему не нужно было спешить работать над этим трудным искусством совершенствования. Время шло медленно, и несколько часов спустя Хань Ли снова открыл глаза, когда из всех его костей вырвался грохочущий гул, похожий на удар грома, и золотой свет, который он излучал, внезапно стал ярче. Он поставил ручную печать, и урчание в его теле мгновенно стихло. Только тогда он тяжело вздохнул, и на его лице появилась кривая улыбка. Культивирование истинной мантры утончения сотни меридианов было чрезвычайно болезненным. Даже с его чрезвычайно сильным физическим телосложением он не мог долго культивировать его. Если бы он культивировал его целый день, то его меридианы были бы сильно повреждены. После этого Хань Ли не стал сразу выходить из медитации. Вместо этого он махнул рукой вверх, чтобы рассеять золотую проекцию, затем положил руки на колени и снова закрыл глаза, чтобы продолжить медитировать. Спустя всего несколько мгновений золотой свет, исходящий от его тела, исчез, сменившись слоем радужного света, который становился все ярче и ярче. Слой света появился и на его лице, а черный демонический глаз на его переносице непрестанно вспыхивал, как будто оживая. Завершив культивирование мантры утончения сотни меридианов, он начал культивировать технику очищения духа. С его нынешней магической силой и физическим телом на поздней стадии интеграции тела он, наконец, смог снова культивировать эту технику. Если бы он смог освоить вторую стадию техники очищения духа, его духовное чутье увеличилось бы в несколько раз. Даже если он не сможет найти пруд очищения духа и лотос чистого духа, у него все еще будет надежда перейти к стадии Великого Вознесения. Хань Ли хорошо знал, насколько важна эта техника очищения духа, поэтому он культивировал ее каждый божий день после битвы в городе Глубокого Неба. Однако он культивировал его совсем недолго, а вторая стадия была гораздо более сложной, чем первая, поэтому его прогресс был довольно ограниченным. Казалось, что ему потребуется много времени, чтобы освоить второй этап. Хань Ли уже предвидел это, поэтому он не расстроился и просто продолжал терпеливо медитировать. На следующее утро полоса лазурного света поднялась над островом и устремилась вдаль. 2 дня спустя Хань Ли вышел из этого внутреннего моря и вошел в буйно-зеленый горный хребет. Горный хребет был очень влажным, и над землей время от времени поднимался разноцветный туман, скрывая все, что находилось на высоте от 3 до 4 тысяч футов. Чтобы не быть обнаруженным дьявольскими зверями, которые могли скрываться в тумане, Хань Ли летел на высоте нескольких десятков тысяч футов. Были некоторые могущественные дьявольские птицы, с которыми даже Хань Ли не хотел связываться, они жили на высоте более 100 тысяч футов, поэтому он не стал подниматься на такую высоту. Сейчас в этом не было необходимости. Этот горный хребет оказался гораздо массивнее, чем он себе представлял. Он думал, что ему потребуется максимум 3-4 дня, чтобы вылететь из него, но даже после примерно полумесяца полета все еще не было никаких признаков того, что он был близок к тому, чтобы выйти на другую сторону. Это было для него довольно неожиданно, и он тоже стал осторожнее. Несмотря на то, что он летел на довольно большой высоте, на него все же несколько раз нападали могущественные дьявольские звери, которые представляли для него небольшую помеху. Но все они были сожжены его духом, поглощающим небесное пламя. После еще нескольких дней полета деревья и горы внизу стали реже, и он, наконец, был готов достичь другой стороны. Хань Ли сразу же ускорился, увидев это. Но когда он летел над бесплодной горой, выражение его лица внезапно слегка изменилось, и он резко остановился. Затем он бросил взгляд в определенном направлении с задумчивым выражением лица. Вскоре после этого он, похоже, принял решение и полетел в том направлении, куда он только что смотрел. Некоторое время спустя он пролетел почти 1000 футов и увидел вдалеке гигантское пурпурное дерево высотой более 30 тысяч футов. В воздухе над гигантским деревом парила дюжина или около того дьявольских мужчин и женщин, сражавшихся со стаей малиновых летучих мышей. Эти дьявольские существа в основном состояли из существ в стадии преобразования божества, в то время как 3 из них находились на стадии пространственной закалки. Они выставили защитный строй и призвали несколько десятков сокровищ, чтобы отогнать малиновых летучих мышей, которых было более 3 десятков. Каждая из этих летучих мышей была около 5 футов в размере, и у всех у них были черные дьявольские символы по всему телу. С каждым взмахом их крыльев вырывался порыв серого дьявольского ветра, и они также исторгали изо рта зеленое пламя. Ветер усиливал пламя, создавая зеленое море огня, которое полностью заманило в ловушку группу дьявольских существ над гигантским деревом. Несмотря на то, что дьявольские существа не смогли сбежать, 3 существа уровня пространственной закалки контролировали несколько могущественных сокровищ. Также созданная ими формация была довольно глубокой, поэтому на данный момент они были в состоянии противостоять морю пламени. Снизу поднимался ароматный запах, исходивший от нескольких зеленых плодов размером с большой палец, растущих в массивной кроне дерева.
Хань Ли не обращал особого внимания на летучих мышей и дьявольских существ, вместо этого сосредоточив большую часть своего внимания на этих фруктах. Это духовные плоды пурпурного светового дерева. Такое массивное пурпурное световое дерево встречается чрезвычайно редко. Пробормотал Хан Ли про себя. Пурпурные духовные плоды были одним из видов редких духовных фруктов, и они росли на таком огромном дереве. Поэтому вполне возможно, что они могли иметь некоторые дополнительные специальные эффекты. Однако эффекты этих духовных плодов были применимы только к культиваторам ниже стадии интеграции тела, поэтому они больше не были полезны для Хань Ли. Таким образом, он быстро отвел взгляд и, наконец, обратил внимание на группу дьявольских существ. Среди них были и дьявольские существа стадии преобразования божества. Их лица стали совсем бледными, и было совершенно ясно, что они скоро исчерпают свои запасы магической силы. Если они пошатнутся, то их совместная формация развалится, и все они будут убиты вместе со своими 3 товарищами, что были на стадии пространственной закалки. Глаза Хань Ли слегка сузились, но прежде чем он успел подумать, как ему следует относиться к этой ситуации, одно из 3 дьявольских существ на стадии пространственной закалки внезапно закричало. «Друг Даос. Я из семьи Бай из города ночных иллюзий. Если вы готовы помочь нам, наша семья Бай обязательно щедро вознаградит вас». Говорившее дьявольское существо было красивой молодой женщиной в зеленом платье, которой было около 20 лет. Она уже заметила Хань Ли и, наконец, позвала на помощь. Хань Ли, естественно, замаскировал свою базу совершенствования, поэтому в настоящее время он выпускал только ауру стадии пространственной закалки. Семья Бай из города ночных иллюзий. Это та самая семья Бай, известная производством благовоний. Спросил Хань Ли, выражение его лица слегка изменилось. Я вижу, что вы слышали о нашей семье Бай, друг Даос. Если хотите, я могу поклясться своими внутренними демонами, что вы будете вознаграждены за спасение наших жизней. Женщина явно неверно истолковала нерешительное выражение лица Хань Ли. Хань Ли на мгновение замолчал, прежде чем ответить. Поскольку вы из семьи Бай, я обязан помочь вам. Но я надеюсь, что вы не забудете свое обещание. Как только его голос оборвался, он сделал ручную печать, и его тело увеличилось примерно до 30-40 футов в высоту, а по всей его коже появились черные чешуйки. Его руки также превратились в пару черных дьявольских когтей с острыми, как лезвие, пальцами. Как только трансформация была завершена, с порывом свирепого дьявольского ветра Хань Ли бросился прямо к малиновым летучим мышам. Черный ветер в мгновение ока достиг малиновых летучих мышей, и почти половина из них внезапно повернулась к Хань Ли, прежде чем выпустить в его сторону зеленое пламя. Еще до того, как зеленое пламя достигло Хань Ли, до него уже донесся тошнотворный запах гниения и разложения. Хань Ли немедленно взмахнул обоими рукавами по воздуху, выпустив 2 порыва яростного лазурного ветра, которые сдержали зеленое пламя. В то же время он шагнул вперед и внезапно исчез на месте. Глава 2049. Бай Юнсинь. В следующее мгновение он снова появился из ниоткуда рядом с малиновой летучей мышью и взмахнул обеими руками в воздухе, выпустив более сотни острых гигантских когтей, которые полностью разорвали тело летучей мыши. Это было так стремительно, что она даже не успела закричать. Другие летучие мыши, естественно, были очень встревожены этим и поспешно повернулись, чтобы напасть на Хань Ли, но было уже слишком поздно. Он снова исчез, оставив за собой черный след. А через мгновение он оказался рядом с другой дьявольской летучей мышью, которая была на расстоянии более 100 футов. Из Хань Ли вырвались те же громадные когти, и эта дьявольская летучая мышь также была разорвана на бесчисленные куски. После этого Хань Ли прошел сквозь стаю летучих мышей, как призрак, с каждой атакой убивая все новых летучих мышей. Перед лицом его невероятной техники движения зеленое пламя, выпущенное малиновыми летучими мышами, ничем не могло им помочь. Оно лишь озаряло пустой воздух, а несколько вспышек пламени, которым все же удалось поразить Хань Ли, были совершенно неэффективны из-за черных доспехов, которые он носил. Всего за несколько вздохов он убил более десятка дьявольских летучих мышей, а группа дьявольских существ поблизости смотрела на него с изумлением. Молодая женщина на стадии пространственной закалки тоже смотрела на Хань Ли с удивлением в глазах. Они сражались с этими дьявольскими летучими мышами больше половины дня и прекрасно знали, насколько прочными были тела этих летучих мышей. Даже обычные дьявольские сокровища не могли причинить им большого вреда, и только дьявольские инструменты высшего класса могли нанести им определенный вред. В противном случае они не были бы заперты здесь так долго. Таким образом, было в высшей степени удивительно, что Хань Ли смог с такой легкостью разорвать несчастных летучих мышей голыми руками. Какое дьявольское искусство мог культивировать этот человек, чтобы достичь такого мощного физического тела? Может быть, это одно из легендарных древних дьявольских искусств? Ошеломленно подумала про себя женщина.
Несмотря на свою свирепость, дьявольские летучие мыши были довольно сильно напуганы перед лицом мощного проявления Хань Ли. Однако именно в этот момент среди них раздался резкий крик, и все они расступились, чтобы показать гигантскую дьявольскую летучую мышь, которая была намного больше, чем все остальные. Мало того, что эта дьявольская летучая мышь обладала мощной аурой, у нее была пара пурпурных рогов на голове, вокруг которых непрерывно вращались пучки электрических искр. Она немедленно открыла рот, чтобы выпустить огромное количество зеленого пламени, которое охватило площадь более 1000 футов. И теперь это пламя устремилось к Хань Ли. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, когда серия черных рун вырвалась из его дьявольского доспеха, образовав перед ним световой барьер. Как только море пламени соприкоснулось с барьером черного света, оно было моментально откинуто и совершенно не могло приблизиться к Хань Ли. Увидев это, в глазах гигантской летучей мыши появился намек на ярость, и она издала резкий визг, из ее рогов вырвались две толстые серебряные молнии, ударившие прямо в Хань Ли. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он поднял руку и указал двумя пальцами вперед. Раздался громкий удар грома, и две полосы лазурной и белой молнии вырвались из кончиков его пальцев, чтобы противостоять приближающимся разрядам серебряных молний. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли сделал шаг вперед и исчез в пространстве, прежде чем мгновенно появиться над гигантской летучей мышью, а затем взмахнул дьявольскими когтями. Сверху опустились 5 черных когтей, и гигантская летучая мышь тут же встревоженно замахала крыльями, метнувшись в сторону, как летящая стрела. Несмотря на свое огромное тело, она была на удивление проворной. Хань Ли холодно хмыкнул, увидев это, и резко соединил пальцы. 5 выступающих когтей тут же ускорились, мгновенно разорвав одно из крыльев гигантской летучей мыши на куски. Гигантская летучая мышь издала агонический вой, и в ее разъяренных глазах появился намек на ужас. Она несколько раз отчаянно взмахнула оставшимся крылом, прежде чем выпустить бесчисленное количество тонких малиновых нитей из своего тела. Нити были красными, как кровь, и как только они появлялись, они мгновенно взрывались облаками кровавого тумана, скрывавшего все тело летучей мыши. Хань Ли также сделал хватательное движение вниз другой рукой, вызывая бесчисленные острия когтей среди всплеска пространственных колебаний, и облако кровавого тумана было мгновенно уничтожено. Прямо в этот момент полоса малинового света вырвалась как раз тогда, когда кровавый туман рассеялся, и он мгновенно появился на расстоянии более 10 000 футов, а затем исчез вдали в размытом пятне. Уклонение от кровавой тени. На его лице появилось удивленное выражение, когда он определил технику движения, которую использовала гигантская летучая мышь. Но затем его лицо сразу же вернулось к нормальному виду, когда он бросил взгляд на оставшихся малиновых летучих мышей. Без лидерства гигантской летучей мыши и многих из них, уже убитых Хань Ли, оставшиеся дьявольские летучие мыши с их зеленым пламенем больше не могли представлять достаточную угрозу для группы дьявольских существ. Вместо этого дьявольские существа воспользовались этой возможностью, чтобы нанести ответный удар, высвободив мощные способности, чтобы понемногу оттеснять море пламени. Тем временем Хань Ли просто скрестил руки на груди и смотрел издалека, не выказывая никакого намерения принимать какое-либо дальнейшее участие в этой битве. Оставшиеся дьявольские летучие мыши, естественно, тоже обходили Хань Ли стороной, опасаясь навлечь на себя его гнев. Примерно через 15 минут дьявольские существа наконец вырвались из огненного моря и убили почти половину оставшихся дьявольских летучих мышей. Выжившие летучие мыши быстро спасались бегством, не смея больше задерживаться около гигантского дерева. Молодая дьявольская женщина явно была лидером этой группы, и, позаботившись о дьявольских летучих мышах, она немедленно подлетела к Хань Ли. Она сделала изысканный реверанс с глубоким почтением в голосе сказала: «Спасибо за вашу помощь, уважаемый Даос. Меня зовут Бай Юнсинь, это мои братья Бай Ин и Бай Ин. Могу я узнать ваше имя, уважаемый Даос?» Хань Ли был поражен невероятной вежливостью, с которой разговаривала эта женщина. Что касается двух других дьявольских существ в стадии пространственной закалки, Бай Ин был обычным мужчиной средних лет, а Бай Ин был ученым средних лет. Они двое также поспешно выразили благодарность Хань Ли. «Моя фамилия Хань. Я всего лишь бродяга-культиватор, но я много слышал о вашей семье Бай. Я слышал, что благовония, производимые вашей семьей Бай, способны успокаивать разум и отгонять зловещих существ. Я хотел бы увидеть его в действии», — спокойно сказал Хань Ли, сложив кулак в знак приветствия. «Бродячий культиватор. Я вижу, что вы обладаете невероятными способностями, брат Хань. Вы, должно быть, непостижимый совершенствующийся, который редко показывается на публике. В противном случае я бы обязательно услышал о вас», — сказала Бай Юнсинь с улыбкой. «Я не непостижимый совершенствующийся. Но я действительно мало показываюсь на публике. Это место довольно далеко от города ночных иллюзий. Может быть, вы пришли сюда за этими пурпурными плодами духа?» — спросил Хань Ли.
Выражение лица Бай Юнсинь немного изменилось, когда она услышала это, но она спокойно проговорила. Действительно, наша семья Бай планирует усовершенствовать тип духовной пилюли, для которой эти духовные плоды пурпурного светового дерева требуются в качестве одного из основных ингредиентов. Мы прочесывали эти равнины в течение многих лет и только что открыли это пурпурное световое дерево. Если бы не ваша помощь, мы бы ни за что не смогли получить эти духовные плоды, поэтому мы должны разделить половину из них с вами. Тем не менее, эти фрукты чрезвычайно важны для нашей семьи Бай, поэтому не могли бы вы вместо этого принять дьявольские камни в качестве компенсации? Хе-хе, будь уверена, фея Бай, мне не нужны духовные плоды пурпурного светового дерева, поэтому мы сделаем, как ты говоришь, усмехнулся в ответ Ханли. Бай Юнсинь очень обрадовалась, услышав это, и, улыбнувшись, сказала: «Спасибо за вашу щедрость, брат Хань. Я попрошу их немедленно приготовить для вас дьявольские камни». Она поручила остальным начать собирать духовные плоды на гигантском дереве. После того, как фрукты были собраны и помещены в специальную коробку, Бай Юнсинь вручила Хань Ли браслет для хранения, полный дьявольских камней. Хань Ли принял браслет для хранения, затем вложил в него свой духовный смысл, прежде чем спокойно убрать его. Улыбка Бай Юнсинь стала еще более выраженной, когда она увидела это, и она сказала: «Куда вы теперь направляетесь, брат Хань? Если вы не возражаете, как насчет того, чтобы вернуться с нами в город ночных иллюзий? Я уверена, что этот город будет вам очень полезен. И кроме того, я уже поклялась на своих внутренних демонах поблагодарить вас за наше спасение. Если вы вернетесь с нами в нашу семью Бай, наши старшие обязательно щедро вознаградят вас за ваши усилия. Поэтому, пожалуйста, не отказывайтесь». Эта Бай Юнсинь явно была склонна подружиться с Ханли, увидев его удивительные способности. В нашей семье Бай есть старший, который также очень хорошо разбирается в методах совершенствования тела. Я уверен, что вы получите огромную пользу, получив от него руководство, брат Хань. Вы только что спасли нам жизни, поэтому я уверен, что старший не откажет вам, вмешался Бай Ин. Глава 2050. Мышь Золотой Зари. А кто этот старший из семьи Бай? Похоже, мне действительно придется нанести ему визит, сказал Хань Ли с заинтригованным выражением лица. Этот старший член нашей семьи довольно известен в нашем святом царстве, и он довел до крайности дьявольские искусства очищения небес. Он всего в одном шаге от того, чтобы стать священным предком, и он известен как мирянин Футянь. Вы слышали о нем, брат Хань? Бай Юнсинь ответила с улыбкой. Нет, но это, безусловно, была бы фантастическая возможность для меня получить руководство от старшего с таким высоким уровнем мастерства в дьявольских техниках очищения тела. Я буду сопровождать вас в город ночных иллюзий. Когда вы планируете вернуться в город? У меня не так много свободного времени, спокойно ответил Хань Ли. Уверяю вас, брат Хань, мы отправились на эти равнины исключительно ради духовных плодов пурпурного светового дерева. Теперь, когда мы их получили, мы вернемся в город, отдохнув несколько дней, чтобы восстановить нашу магическую силу, Бай Юнсинь ответила с восторженным видом. Хань Ли кивнул в ответ и больше ничего не сказал. После этого они обосновались на соседней небольшой горе и открыли временную пещеру для медитации. 5 дней спустя, после того, как члены семьи Бай восстановили большую часть своей магической силы, они немедленно выпустили гигантский летающий ковчег длиной более 100 футов, который перенес их и Хань Ли обратно в город ночных иллюзий. Несколько месяцев спустя 7 дьявольских существ в стадии зарождения души разделились на 2 группы, столкнувшиеся в напряженной битве на границе равнин. 3 из них были одеты в желтые парчевые мантии и вооружены 3 одинаковыми черными летающими кинжалами, испускающими черное дьявольское пламя. Что касается остальных 4, то они были одеты в длинные белые одежды и управляли 4 полупрозрачными белыми летающими мечами, испускающими потоки снежинок, которые метались в бешенстве. Дьявольское пламя и ледяная ци переплелись в воздухе, прежде чем взорваться в шары дьявольской ци, и 7 дьявольских существ оказались совершенно равными. На земле внизу лежала туша гигантской дьявольской мыши. Она была более 100 футов в длину с мерцающим золотым мехом, и было совершенно ясно, что это необычный дьявольский зверь. 7 дьявольских существ явно сражались за эту тушу. Внезапно молодой человек в белом холодно хмыкнул, внезапно похлопав по кожаному мешку, свисавшему с его талии. Всплеск черной ци немедленно вырвался наружу, а затем превратился в угрожающего двуглавого дьявольского льва. Лев был полностью чернильно-черного цвета и имел рост от 50 до 60 футов. Он одновременно открыл 2 пасти, выпустив бесчисленные чернильно-черные потоки. 3 летающих кинжала непрерывно сверкали перед лицом проливного ливня, и 4 летающих меча отбросили их назад. 3 дьявольских существ в желтых одеждах были ошеломлены, увидев это, и длинноволосый пожилой мужчина среди них воскликнул: «Это кошмарный лев».
Разве наша атака не должна была настичь этого зверя? Хе-хе, 3 таких отброса, как ты, не смогут навредить зверюхранителю нашей семьи Нин. Если ты знаешь, что для тебя хорошо, то проваливай. Я не передам тебе эту мышь золотой зари. Усмехнулся молодой человек в белой мантии, выпустивший дьявольского льва. Выражение лица длинноволосого пожилого мужчины значительно помрачнело, когда он услышал это. Один из других мужчин в желтых одеждах обратился к длинноволосому пожилому мужчине. «Старший брат, эта ситуация явно не в нашу пользу, мы должны отступить». Пожилой мужчина долго колебался, прежде чем на его лице наконец появилось решительное выражение. «Я уже веками застрял на поздней стадии зарождения души, и эта мышь золотой зари чрезвычайно редка. Ее внутреннее ядро будет чрезвычайно важно для меня, чтобы совершить прорыв. Поэтому, пожалуйста, окажите мне свою помощь. Если мы добьемся успеха, вы получите мою вечную благодарность». «Что? Ты планируешь использовать эту секретную технику? Но если ты это сделаешь, твоя истинная сущность не только будет сильно истощена, ты также будешь поражен различными негативными последствиями», встревоженно вмешался последний мужчина в желтой мантии. «Если я не смогу перейти к трансформации божества, моя жизнь будет близка к концу, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как сыграть в эту игру», сказал пожилой мужчина, стиснув зубы. «В таком случае мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить тебя. Будь осторожен, старший брат. Мы изо всех сил постараемся задержать врагов как можно дольше». Двое других мужчин в желтых одеждах согласились в унисон, обменявшись взглядами, и пожилой мужчина, естественно, выразил им слова благодарности. В следующее мгновение двое дьявольских мужчин в желтых одеждах резко шагнули вперед, и дьявольское пламя вокруг 2 летающих кинжалов, которыми они управляли, увеличилось примерно в 2 раза. Затем 2 кинжала превратились в пару дьявольских питонов, которым удалось с трудом противостоять атакам летающих мечей и дьявольского льва, но, судя по их напряженным выражениям, было совершенно ясно, что они не смогут так продолжать слишком долго. Тем временем длинноволосый пожилой мужчина указал пальцем на свой летающий меч, и тот полетел обратно к нему полосой черного света, прежде чем во вспышке исчезнуть в его теле. Сразу же после этого он сделал хватательное движение обеими руками. Между его пальцами появилось несколько тонких и длинных лезвий, напоминающих плетеные листья. Однако, как только он собирался вонзить эти лезвия в свой дантянь, духовный свет внезапно вспыхнул вдалеке, и появился гигантский световой шар, который тут же помчался к ним с невероятной скоростью. Сердце пожилого мужчины дрогнуло, когда он поспешно прекратил то, что делал, и повернулся в этом направлении. Внутри шара желтого света находился гигантский летающий ковчег длиной более 100 футов, и это явно не было летающим сокровищем, которым могло владеть обычное дьявольское существо. Перед ковчегом стояло несколько человек, которые издалека осматривали 7 воинов. Глаза пожилого человека сразу же загорелись восторгом при виде этого гигантского ковчега. Он с воодушевлением закричал: «Это огромный желтый деревянный ковчег нашей семьи. Может быть, старейшины нашей семьи только что вернулись с равнин?» Все остальные тоже остановились, и 2 других мужчин в желтых одеждах тоже смотрели на это с восторгом, в то время как 4 дьявольских существ в белых одеждах были гораздо менее обрадованы. Всего через несколько вспышек гигантский ковчег появился в воздухе над 7 дьявольскими существами, прежде чем остановиться. Сразу после этого раздался холодный женский голос. «Разве вы не 3 брата из семьи моего 9-го дяди? Почему вы сражаетесь с этими людьми из семьи Нин?» Та, кто говорила, была никем иным, как Бай Юнсинь, и ее сопровождали в передней части ковчега 2 ее брата и Ханьли. После нескольких месяцев безостановочного путешествия они, наконец, достигли границы равнин и наткнулись на этих сражающихся дьявольских существ. Бай Юнсинь сразу узнала 3 дьявольских мужчин в белых одеждах, и на ее лице появился намек на удивление. Восторг длинноволосого пожилого человека стал еще более выраженным при виде Бай Юнсинь, и он поспешно ответил: «Младший Бай Мин отдает дань уважения своим старшим. Эти члены семьи Нин пытаются забрать мышь Золотой Зари, которую мы убили. Пожалуйста, встаньте за нас, старшие». А мыши Золотой Зари довольно редки. Вам повезло, что вы смогли выследить одну из них на границе этих равнин. Это животное было убито моими младшими, так что какое право вы имеете пытаться взять его? Вы решили меня разозлить. Холодно сказала Бай Юнсинь, повернувшись к 4 дьявольским мужчинам в белых одеждах. Все 4, естественно, пришли в ярость, услышав это. И молодой человек, выпустивший двухголового дьявольского льва, открыл рот, чтобы попытаться возразить, но один из его товарищей тут же зажал ему рот рукой, чтобы остановить его. После этого они утащили его и тут же скрылись с места происшествия. Бай Юнсинь не обратила на это никакого внимания и повернулась к Хань Ли с улыбкой, сказав: «Извините, что вам пришлось это увидеть, брат Хань. Это был просто конфликт между некоторыми младшими.
учитывая, что мы уже достигли границ равнин, мы недалеко от города ночных иллюзий. Этот город расположен между равнинами и пустыней Воя иллюзий, так что мы должны вернуться в город примерно через месяц. Понятно, но помимо города ночных иллюзий, меня также очень интересует пустыня Воя иллюзий. Я слышал, что это один из самых известных запретных регионов в нашем священном царстве, ответил Хань Ли со спокойной улыбкой. Бай Юнсинь была ошеломлена, услышав это, но слегка соблазнительно улыбнулась и ответила. «Хе-хе, я не думала, что вас заинтересует пустыня Воя иллюзий, брат Хань. Людям за пределами города ночных иллюзий опасно отправляться в пустыню. Но если вам интересно, я могу рассказать вам об этом более подробно во время оставшейся части нашего путешествия». «Было бы здорово», — с улыбкой ответил Хань Ли. Таким образом, гигантский ковчег продолжил свой путь, и Хань Ли и Бай Юнсинь направились к гостевой каюте ковчега. Тем временем Бай и Нибай Ин обменялись понимающими улыбками, увидев это. Что касается длинноволосого пожилого мужчины, то он, ликуя, поклонился гигантскому ковчегу, прежде чем спуститься на землю со своими спутниками и начал препарировать тушу мыши Золотой Зари. Что касается того, убили ли они зверя или украли добычу 4 членов семьи Нин, это уже не имело значения.